Наша нация должна посвятить себя одной цели. До конца этого десятилетия совершить высадку человека на Луне и вернуть его обратно на Землю в целости и сохранности. В 60-х годах 20 века мечта о ранее невозможном стала действительностью, когда нога человека ступила на твердь другого мира. Орел приземлился. Для того, чтобы 200 американцев побывали на Луне, потребовалась работа 400 тысяч инженеров и техников. Мы расскажем вам историю о мужчинах и женщинах, которые создали те аппараты, которые доставили человека на Луну. Аппараты лунных программ. Ракета «Сатурн-5». В конце 50-х и начале 60-х холодная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами набрала пугающие обороты, повергнув в ужас народ США. Подождите-ка. Как это они вывели на орбиту Земли спутник? Я сильно удивился и воскликнул что-то вроде «Ничего себе!». Мы забрались повыше на ограду и наблюдали, как яркая точка спутника пролетает над нашими головами по небу, подобно метеору. Он, конечно, только и мог что пищать в радиоэфире, но им удалось запустить его в космос. Новой ареной стратегического противостояния стал космос, и русские впечатляюще отстояли свое первенство в его освоении. Первым человеком, полетевшим в космос, стал Юрий Гагарин. Русские первыми запустили в космос женщину, на голову опередив нас в космической гонке. Все поняли, что лучше нам поторапливаться. В ответ на советскую космическую программу президент Кеннеди в 1961 году в мае месяце обратился к народу США, поставив нацию перед лицом дерзкого вызова – достичь Луны. Мы решили отправиться до конца этого десятилетия на Луну, а также сделать множество других дел не потому, что это легко, но потому, что это сложно. Потому что эта цель сплотит и измерит наши лучшие силы и навыки. Мы принимаем этот вызов безотлагательно и намерены победить в этой гонке. Я от чувства гордости готов был вылететь из собственных штанов. Волнение меня переполняло, понимание того, что я могу быть частью истории. Я тогда не осознавал масштабности всех сложностей и технических требований, но до сих пор ощущаю, что мы были способны на все. Мы были молоды, и горечь поражения была нам чужда. Мы знали, мы сможем этого достичь. Но действительность требовала от нас призадуматься над тем, как этого достичь. Ведь 10 лет — невеликий срок. Меня обуревала смесь радости и тревоги за незнание того, как мы сможем это сделать. Многим цели Кеннеди казались недостижимыми. Но президенту было известно больше, чем он поведал народу. Ключ к его уверенности находился в маленьком городке в штате Алабама. В 50-х Хантсвилл был маленьким сонным городом. Когда я побывал там впервые, население его не превышало 18 тысяч человек. Вскоре количество нас, новоселов, даже превзошло коренное население. Счастливое было время. Среди новоприбывших присутствовала группа людей, наделенных уникальными навыками. Это были немецкие инженеры-ракетчики во главе с Вернером фон Брауном. Немцы к тому времени уже освоили азы ракетного двигателестроения. Во время Второй мировой войны эти ученые разработали для нацистов первую в мире баллистическую ракету Фау-2. Среди них был Конрад Данненберг. Когда мы приехали в США, мы привезли с собой Фау-2 и все чертежи к ней. Американцы были удивлены возможностями этого аппарата.
Наша технология была критически необходима для развития космической программы. Наши двигатели гораздо более эффективны. Ими можно управлять во время полета, что значительно облегчает работу. Немцы, которые работали у нас, бесспорно, очень умелые люди. Они посвятили себя ракетостроению, и не потому, что мечтали создать оружие для уничтожения врага, а потому, что мечтали о космосе, о полете на Луну в частности. Русские опережали отчаявшихся американцев в космической гонке. И фон Браун увидел в этой ситуации возможность воплотить мечту всей его жизни. Фон Браун всегда в уме держал вероятность того, что рано или поздно мы отправим человека на Луну. Именно эта мысль воспламеняла души людей стремлением отправить человека в космос. Стоило поговорить с ним 5 минут, а этого было достаточно, чтобы заразиться его мечтой. Уже до того, как Кеннеди объявил о начале лунной программы, фон Браун вместе со своей командой уже проектировал серию ракет под названием «Сатурн». Первой ракетой этого класса на пусковой установке был аппарат «Сатурн-1», высотой в 60 метров и тягой в 680 килограмм. Когда он взлетел, инженеры не скрывали своей радости. Ключ на старт, зажигание, пуск. Давай, давай, давай! «Сатурн-1» успешно продемонстрировал эффективность ключевой техники, которую затем использовали в строительстве значительно большей лунной ракеты. Именно эта концепция позволила произвести целую серию космических кораблей. Для вывода на орбиту одноступенчатой ракеты необходимо оснастить ее большими мощными двигателями и большим количеством топлива, чтобы тяги хватило на подъем столь значительного веса. Проведя анализ, ученые поняли, что лучше использовать многоступенчатую ракету, каждая часть которой снабжена отдельным двигателем, разгоняющим аппарат до необходимой скорости. По мере увеличения высоты отработанные ступени сбрасываются, тем самым уменьшая массу аппарата. Но для полета за пределы орбиты Земли нужно более чем 2 ступени. Когда были проведены расчеты, стало очевидно, что эффективнее всего посылать к Луне 3-ступенчатый аппарат. Чертеж 3-ступенчатой ракеты выглядел вот так. Первая ступень должна была нести 5 двигателей, не имевших на тот момент аналогов. Систему первичных ускорителей назвали F1. Во время взлета каждое сопло должно сжигать более 3 тонн топлива в секунду, чтобы поднять с пусковой площадки столь огромную ракету. Вторая ступень также оснащалась 5 соплами двигателя J2. Третьей ступени достался один единственный двигатель J2, который должен был сперва вывести космический корабль «Аполлон» с лунным модулем на орбиту Земли, а затем доставить астронавтов, собственно, к ее спутнику. После сборки этот летательный аппарат должен был стать самым большим из всех ранее известных человечеству. Аппараты лунных программ. Ракета «Сатурн-5». Судя по чертежам ракеты «Сатурн-5», можно было с уверенностью сказать, что она доставит человека на Луну. Но ведь воплотить чертежи в действительность не так просто. Первая ступень гигантской ракеты самая большая и достаточно мощная для того, чтобы поднять аппарат с пусковой площадки на высоту в 56 километров. Двигатель F1 разрабатывался ради выполнения этой функции, для чего потребовался настоящий технологический прорыв. Хотя ему суждено было работать в течение всего 2,5 минут, клапаны и трубы ускорителя должны выдерживать невообразимо большие давления и температуру. В случае успеха двигатель станет самым успешным среди всех известных жидкотопливных ускорителей. Для исследования производительности изобретения в Центре управления полетами имени Маршалла в городе Хансвилл фон Браун обратился к молодому инженеру по имени Санни Мореа.
На меня возложили ответственность за программу стоимостью в $1 миллиард. Не сегодняшних долларов, а тогдашних. Я был молодым человеком в возрасте 28 лет, без какого-либо существенного опыта. И передо мной поставили задачу руководства проектом. Это было судьбоносное решение. Для испытаний столь массивного ракетного двигателя потребовался еще более массивный испытательный полигон. Работа маршевых двигателей первой ступени создает тягу величиной в 3 миллиона килограмм. Это колоссальная кинетическая энергия выхлопа. Конечно же, направлять столь мощный выхлоп прямо в землю нельзя, иначе он разорвет всю пусковую площадку. Вместо этого мы использовали ковшеобразный отражатель пламени, отводящий струи выхлопных газов в сторону. Огромные силы выброса во время испытаний не были незамечены пострадавшими от них местными жителями. В ветреную погоду выбросы ракетного двигателя низко стелились по земле, создавая ударную волну, распространяющуюся по всей округе. После первых пробных запусков повыбивало окна в нескольких домах на окраине Хансвилля за холмами. Вон там. Все прекрасно понимали, что нельзя продолжать в том же духе. Иначе поддержка местными жителями космической программы подвергнется риску. Но испытание необходимо было продолжать. Вскоре во время воспламенения топлива в камере сгорания двигателя случилось нечто непредвиденное. Мы столкнулись с существенной проблемой нестабильности сгорания топлива. К тому времени мы развили частоту циркуляции пламени в ходе процесса сгорания, равную 2000 циклов в секунду. Чрезмерно высокая скорость циркуляции пламени могла разорвать двигатель за доли секунды. Однажды такое светопреставление приостановило испытание. Надо было понять, как заставить двигатель работать стабильно. Меня угнетало то, что если мы не разрешим эту дилемму, человек так и не высадится на Луне. Решение проблемы нестабильности сгорания топлива потребовало месяцы напряженной работы и 1000 человека-часов. Вы учтите, что в те дни ракетные двигатели разрабатывали с помощью разве что логарифмических линеек. Решение обнаружилось в способе подачи топлива в камеру сгорания. Мы преодолели нестабильность с помощью помещения на лицевую сторону инжектора медных перегородок. Но такая конфигурация выровняла колебания, и процесс горания стабилизировался. Это было простое и красивое решение очень сложной проблемы, приостановившей развитие всей лунной программы. Пока здесь успешно шла разработка первой ступени ракеты, вторая ступень создавалась инженерами североамериканской авиации в штате Калифорния. Конструирование второй ступени было технической сложностью первого разряда. У нас возникли проблемы с процессом производства и проблемы с проектированием аппарата. Пожалуй, это были самые значительные трудности за все время создания ракеты-носителя «Сатурн-5». Главной головной болью конструкторов был рост веса командного и лунного модулей, венчающего собой вершину ракеты космического корабля «Аполлон» по мере его проектирования. А это, в свою очередь, означало, что две другие ступени аппарата должны быть легче. Решение этой проблемы легло и на плечи инженера Джорджа Фелпса. Когда перед нами поставили задачу облегчения ступени корабля, мы много спорили о том, что выкинуть из какой ступени, из первой или второй или третьей. Первую ступень облегчить не удалось. В итоге остановились на облегчении второй ступени. Для решения дилеммы лишнего веса второй ступени требовался радикальный подход. Обычно в топливных баках ракет жидкий водород и жидкий кислород хранятся отдельно. Разница температур двух баков равна 50 градусам по Цельсию. Оба бака имеют куполообразные
разделительные перегородки. Чтобы уменьшить вес, кто-то придумал убрать перегородку одного из топливных отсеков, фактически оставив лишь одну из них. В работе над второй ступенью разделение двух видов топлива в одном баке было самой технологически сложной задачей. Вторая ступень теперь была оснащена единым баком для двух видов топлива, разделенных лишь одной перегородкой. Это решение позволило не только сократить вес ступени, но также ее длину. Но ради этого пришлось пойти на риск помещения двух жидкостей разной температуры рядом друг с другом. Разделительная перегородка была всего вот такой толщины. Это была чрезвычайно сложная головоломка. Но мы ее раскололи. Потому что инженерам по силам что угодно. Проблема с разницей температур заключалась отнюдь не в изоляции двух чрезвычайно холодных веществ друг от друга, но в предотвращении их закипания на палящем солнце Флориды. Поначалу мы изолировали часть бака для жидкого водорода с помощью сотообразной изолирующей конструкции. Внутри каждой соты был вакуум, что обеспечивало плотное прилегание к поверхности металла. Мы дополнительно укрепляли элементы клейкой смесью. Но, используя этот метод, мы столкнулись с одной сложностью. Сотообразные элементы постоянно отваливались от поверхности бака. Инженеры осознали, что допустили ошибку. Для ее исправления были призваны соответствующие специалисты. Аппарат разрабатывался неподалеку от Сил-Бич в Южной Калифорнии. Сил-Бич — это излюбленный серфингистами город. Серфингисты используют сотообразную конструкцию для изоляции своих досок. Используют умело. Одна была проблема с ними. Собрать их на берегу, потому что, когда подходили приливные волны, они немедленно бросались в воду, чтобы их оседлать. Но эти ребята очень помогли лунной программе своими уникальными навыками. Думаю, мы даже не понимали тогда, насколько значительную помощь они нам оказали. Третью ступень ракеты «Сатурн-5» собирали также в Калифорнии, в ангарах авиакомпании «Дугласа». Ей отводилась функция вывода космического корабля «Аполлон» на траекторию полета к Луне. Над ней, среди прочих, работал инженер Дон Бринка. Третья ступень была самым большим аппаратом, когда-либо созданным в ангарах Дугласа. Ее диаметр почти 7 метров. Критически важным элементом испытания оборудования корабля является выявление возможных проблем и поиск решений. Мы готовились к испытаниям третьей ступени на нашем полигоне. Я, будучи директором проекта и ответственным за испытания, сидел за своим столом в центре управления наблюдения за всем происходящим на площадке и следил за появлением любых возможных проблем в ходе обратного отсчета. Ступень полностью заправили и задраили. Все шло нормально до включения зажигания. И перед самым стартом что-то дало сбой. Трудно было не заметить, что что-то явно пошло не так. Вся пусковая площадка вздрогнула от взрыва, экраны наблюдения побелели от вспышки. Сразу стало ясно, случилась беда. Мое сердце замерло. Дальнейшая разработка приостановилась до выяснения обстоятельств неудачи и их устранения. Когда пожар потушили, команда разработчиков приступила к старательному расследованию. Вскоре внимание приковала к себе металлическая сфера, служившая контейнером для сжатого гелия. При осмотре площадки мы заметили, что одну из этих сфер разорвало точно пополам.
We could only find a half of it. Там был найден ключ к разгадке причины взрыва. Мы пришли к выводу, что сфера разорвалась. Проведя несколько опытов, мы поняли, что для ее сварки использовался негодный материал, из-за чего давление газа внутри и разорвало оболочку. Для инженеров это был непростой вызов, ведь провал случился на стадии предполетных испытаний. И если бы мы не нашли причину взрыва как можно скорее, полет на Луну не состоялся бы. Не только авиакомпания Дугласа страдала из-за проблем со сваркой. Это единственный подходящий метод для скрепления частей ракеты «Сатурн-5», так как болты прибавляют лишнюю массу. Тысячи метров сварных швов были большой проблемой для инженера Боба Швингхаймера. Мы неделями не могли сварить некоторые детали друг с другом. Мне все время настойчиво напоминали, что если мы не справимся, никакого «Сатурна-5» не будет. Чтобы придерживаться заданных пределов массы металла, толщина металлических элементов обшивки корпуса сильно варьировалась по всей его длине. Это создавало трудности из-за разности температур, требуемых для сварки металла разной толщины. Пришлось самостоятельно изменять конструкцию сварочных аппаратов. Проблемы сыпались одна за другой. И все они были нам в новинку, просто непаханное поле трудностей. И никто другой раньше никогда ничем подобным не занимался. Приходилось изобретать новые способы на ходу. Постепенно инженеры кропотливо решали одну проблему за другой. Но лунная программа «Аполлон» не располагала ни малейшими запасами времени. На ранних стадиях разработки лунной программы «Аполлон» в НАСА поняли, что разработка ракеты-носителя «Сатурн-5» должна быть существенно ускорена, дабы успеть доставить человека на Луну к концу десятилетия. Из штаба НАСА пришло предложение пропустить одну из стадий разработки, которую ранее предлагал пройти фон Браун. Так мы и пришли к концепции стартовой массы. Заключалась она в том, что мы должны были взять все 3 ступени и собрать их на мысе Кеннеди для проведения полетных испытаний. Риск подобных испытаний заключается в том, что из-за неисправности в одной из ступеней можно потерять аппарат целиком. «9 ноября 1967 года. Наконец, миновав пятилетку технологических прорывов, ракета «Сатурн-5» была готова к первому непилотируемому испытательному полету. Он вошел в историю под названием «Аполлон-4». «Аполлон-4» доставил много хлопот. Все, кто работал над различными ступенями аппарата, понимали, что не проведя индивидуальные испытания каждой из них, мы подвергаем ракету риску гибели из-за какой-либо новоявленной проблемы. До тех пор все испытания были успешны, потому что все уверовали в грядущий успех. Но ведь невозможно наперед знать, что может случиться. Помню, я тогда взглянул на ракету и подумал: боже, неужели мы это построили, и оно сейчас взлетит? Аппарат состоял из миллионов деталей, и все они должны были сработать одновременно. Нагнетается давление в водородном баке второй ступени, минутная готовность. Начинаю обратный отсчет. Меня одолевал волнительный трепет. Не только мой двигатель F1 играл важную роль, но и множество других подсистем. И создатель каждой также нервничал перед испытательным полетом. Все команды конструкторов должны были справиться со своей работой в совершенстве, иначе ничего не получилось бы. 50-секундная готовность, продолжая отчет. Переключение на внутреннее электропитание произведено успешно. По мере приближения момента включения двигателей, начинаешь суетливо обдумывать, что бы могло нуждаться в дополнительной проверке. Это нормально. Но мы все равно неоднократно все перепроверяли. Время до старта сокращалось по мере отсчета, и внимание абсолютно всех устремилось к пусковой площадке.
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Ключ на старт. 5, 4. Зажигание. Все двигатели работают. Взлет. Отрыв зафиксирован в 7 часов утра по стандартному восточному времени. Аппарат покинул площадку. Аппарат покинул площадку. Земле казалось, что ракета движется слишком медленно. И я мысленно подгонял ее, опасаясь, что тяги не хватит. Хотелось ее буквально подтолкнуть. Наблюдая за медленным взлетом тысячетонной ракеты, я опасался, что она завалится. Ударная волна прокатилась по воде, настигнув нас. Это было непередаваемое впечатление. Я никогда еще не ощущал такое средоточие мощи и энергии на таком расстоянии. Земля тряслась, как при землетрясении в Калифорнии. Это было абсолютно невероятно. Рев ракеты буквально сбивал людей с ног. Я услышал, как какая-то женщина вдруг вскрикнула от изумления. И все стали хлопать. Это была заря космонавтики. Двигатели сжигали по 15 тонн горючего в секунду, вырабатывая 160 миллионов лошадиных сил и выталкивая в небеса аппарат весом 2700 тонн. Я очень волновался после включения зажигания первой ступени. Оно сработало идеально. Двигатели включились, а я напряженно ожидал, сработает ли наша ступень или нет. Мы не отрывали глаз от экранов с потоками данных. По-моему, я тогда задержал дыхание на 8 с лишним минут. Первая ступень отпала. Это было здорово. Затем мы включили двигатели J2 второй ступени. Они заработали. Радости моей не было границ. Они работали. Мы все испытали облегчение, сказав про себя: фух. Когда топливо во второй ступени закончилось, и она отстыковалась, я расслабился. Для меня все завершилось, так как моя часть работы окончилась успехом. Полет Аполлона-4 прошел идеально. Цель президента Кеннеди внезапно стала очень близка. Через 5 месяцев после успешного испытания Аполлона-4 в апреле 1968 года был назначен следующий испытательный полет Сатурна-5 и корабля Аполлон-6. Конструкторы были полностью уверены в своем детище. Отрыв произошел в 7 утра по стандартному восточному времени. Мы думали, что можно расслабиться и наблюдать. Никто не ожидал никаких проблем. Мы до этого успешно провели испытательный полет стартовой массы. Все прошло идеально. 1 минута и 25 секунд. Полет нормальный. Когда Аполлон-6 покинул стартовую площадку, все ни на секунду не сомневались в успешности пуска. Произошел перебой всем по местам. Но через 2 минуты после взлета началось что-то неладное. Двигатели сильно завибрировали. Определенная вибрация во время их работы ожидаема, но она стала передаваться на корпус ускорителя. Он тоже начал вибрировать. За считанные секунды вибрации усилились настолько, что вся ракета начала дребезжать. Нам не повезло. В двигателе возникла избыточная вибрация. Она передалась на корпус ускорителя и самой ракеты и усилилась, так как корпус ускорителя и двигатели начали резонировать с увеличивающейся частотой колебаний.
Аппарат подвергся воздействию феномена под названием резонанс. Всем известен пример, когда оперный певец звуковыми волнами своего голоса разбивает стакан. Это происходит из-за совпадения частоты колебаний звуковой волны и частоты вибрации стекла, чего последнее разрывает сила резонанса. Если его не подавить, резонирующий предмет разрушается. Вибрации росли, пока весь аппарат не начал вибрировать. И если бы на борту были астронавты, им пришлось бы прекратить полет из-за этого. Had there been astronauts in there, we would have had to abort the mission because of that vibration. Миссия была бы прекращена. Когда отработала первая ступень, вибрации прекратились. Однако проблемы Аполлона-6 только начались. Емкости с водой в целости, кабина герметична. Понял вас, центр, что у вас? Последние данные вроде бы нормальные. Через 4,5 минуты после запуска двигателей второй ступени контроль полета заметил, что двигатель J2 начал глохнуть. Все, что мы на тот момент знали, это то, что давление в камере сгорания подвесных двигателей начало падать. Мы понятия не имели, почему это происходит. Двигатели отказывали. Давление колебалось. И в конце концов, один двигатель отключился. Через несколько секунд после отказа первого двигателя второй J2 тоже замолчал. Запуск ускорителя? Нет. Отказали двигатели 2 и 3. Отказали? Так точно. Работало всего лишь 3 вместо 5 двигателей второй ступени. Специалисты по реактивным двигателям недоумевали, вопили что-то вроде «Черт возьми, что происходит?». Фрэнк, 2 двигателя отключились, но ты не переживай. Вас понял. Невообразимая прежде потеря космического корабля стала вполне вероятна. Из-за отказа 2 двигателей траектория корабля начала заваливаться. Ракета легла на курс параллельной поверхности Земли. Мы, как могли, пытались ее выровнять. Рулевой двигатель номер 2 работает нормально. Вас понял. Полет под контролем. Вы включили ускорители? Корабль почти рухнул. Но управлению полетом удалось вывести его на орбиту. А после этого наступило недоумение. Мы все очень расстроились. Работать над изучением проблемы предстояло много, и ее следовало решить перед следующим запуском. Эффект резонанса устранить оказалось довольно легко. Мы поместили на первую ступень специальный гаситель колебаний, аналогичный амортизаторам, которые ставятся на автомобиль. Это было устройство в виде особого сосуда под давлением. Но из-за чего же отказали двигатели второй ступени? Изучение показаний множества датчиков принесло плоды. Проблема заключалась в маленькой гибкой трубке, подающей топливо от искрового воспламенителя. Искровой воспламенитель — критически важная часть двигателей Сатурна-5. Он поджигает горючее, подаваемое в ту самую трубку, ведущую горючее в камеру сгорания самого двигателя. В ходе полета Аполлона-6 топливо перестало поступать по гибкой трубке из-за ее разрыва. Лишившись источника зажигания топливной смеси, 2 двигателя J2 отказали, затем погасли и все остальные. Таких сбоев конструкторы еще не встречали, несмотря на множество испытаний. Во время испытаний на Земле эта трубка, по всей видимости, обледенела из-за низкой температуры водорода, что придало ей устойчивость. Но когда ракета вышла в околоземное пространство, где нет ни капли влаги, лед, гасивший вибрации искрового воспламенителя, перестал оковывать топливный шланг. Из-за возникших колебаний топливная трубка разорвалась. Мы пришли к выводу, что эта трубка вовсе не должна быть гибкой, коль уж она отвердевает на Земле. Мы установили цельную трубку. Так решили проблему. Но почему второй двигатель отказал вслед за первым?
То, что второй двигатель угас сам по себе, было для всех неожиданностью. Никто не понимал, из-за чего это случилось. Ничто не свидетельствовало о сбое в его работе. Мы не смогли сразу установить причину отказа. Причиной было нечто обременительное. Компьютер вычислил проблему в работе другого двигателя и послал команду отключения. Но сигнал пришел на второй совершенно исправный двигатель, вместо того, в котором порвался топливный шланг. Мы не сразу поняли, что обмотку двух двигателей замкнуло. Примитивная оплошность стоила успеха полета Аполлона-6. Но, к счастью, она была легко исправима. Мы укоротили проводку, чтобы исключить любую возможность замыкания. Большего не потребовалось. Почти провальный полет Аполлона-6 случился в трудные времена. В 1968 году вероятность проигрыша в космической гонке Советской России была чрезвычайно велика. НАСА более не могло медлить. Третий полет ракеты «Сатурн-5» должен был отправить астронавтов не на орбиту Земли, чего все ожидали, но прямиком на орбиту Луны. В декабре 1968 года, когда оставалось чуть больше года до окончания десятилетия, лунная гонка обострилась до предела. Несмотря на почти провальный полет Аполлона-6, НАСА всемерно приближала вылет Аполлона-8, третьей ракеты класса «Сатурн-5», но уже с экипажем на борту. Запуск восьмого Аполлона — это был смелый шаг. Возможно, могли возникнуть другие проблемы, но в НАСА сочли, что все готово к полету. Мы тоже считали, что все к нему готово. Это необходимо было сделать, чтобы в конце концов добраться до Луны. Мы тщательно готовились к полету Аполлона-8, намеревались провести его без происшествий. Много, очень много часов было потрачено на его подготовку. Я отправлялся на работу в 6 утра и возвращался домой в 9-10 часов вечера, когда мои дети уже спали. Жена перестала со мной разговаривать, но, думаю, жены всех конструкторов прекрасно понимали, что у их мужей на тот момент была только одна госпожа — ракета, которую мы готовили к запуску. Преодолев годы упорного труда и напряженных испытаний, конструкторы приготовились верить свое творение в руки астронавтов. Фрэнк Борман, Билл Андерс и Джим Лоуэлл были избраны в состав экипажа Аполлона-8. Инженеры осознавали тот факт, что на кон были поставлены человеческие жизни, и некоторым это не нравилось. Когда мы приблизились ко дню запуска астронавтов, на поверхность всплыли все наши страхи и переживания. Мы так многого опасались. А тут вдруг еще в зависимости от качества твоей работы, работы твоих подчиненных, попали 3 посторонних людей. Я никогда не забуду напряжение, которое я испытывал на встрече с Фрэнком Борманом, когда я и понял, что мы подвергаем жизнь этих людей такому риску, что ощущать себя рядом с ними уверенно просто невозможно. Фрэнк это заметил. И когда мы вместе с ним ушли на обед, он взял меня за плечо, отвел в сторонку и сказал: «Санни, я знаю, что ты и твои ребята сделали все возможное в лучшем виде. Мы следили за разработками и прекрасно понимаем, какие риски нас ждут. Мы готовы их принять. Так что не потей зазря». После этих слов я ощутил облегчение. Это был лучший момент моей жизни и всей лунной программы. Четыре, 3, 2, 1, 0. Пуск. Взлет. Отрыв зафиксирован в 7 часов 51 минуту по стандартному восточному времени.
Подтверждаю, полет нормальный, проблем нет. — 50 секунд, полет нормальный. Аполлон-8, все хорошо. Когда я возвращался с пусковой площадки домой, я обернулся и взглянул на нее. Она пустовала. Я будто потерял собственного ребенка. Ощущалась трагическая потеря. Я никогда ранее не чувствовал подобного ни в один из последующих запусков. Будто эта часть меня взлетала ввысь и рухнула где-то в Индийском океане. После отсоединения первой и второй ступени астронавтам оставалось полагаться лишь на последнюю, третью ступень. Первая ее задача заключалась в размещении аппарата на орбите Земли на высоте 346 километров. Хьюстон, прием, говорит Аполлон-8, как слышно? И затем отправить их на Луну. Пока аппарат вращался вокруг Земли, мы перепроверяли все показания датчиков, готовясь к повторному запуску двигателей, который потом прозвали транслунным зажиганием. Успех всей программы зависел от того, как сработают ускорители. Запуск третьей ступени был очень напряжен. Мы рассчитывали на то, что двигатель сработает точно в нужное время и будет работать столько, сколько нужно, чтобы ускорить корабль до скорости, необходимой для достижения орбиты Луны. Аполлон-8, приступить к запуску двигателей. Транслунное зажигание сработало успешно. Экипаж отправился в трехдневное путешествие к Луне. Сатурн-5 сослужил свою службу. Суммарное время работы ракеты за все произведенные запуски корабля «Аполлон» не превысило четверть часа. Но для тех, кто сделал это путешествие реальным, это были лучшие мгновения жизни за прошедшие 10 лет, которые останутся в их памяти навсегда. Мне 94 года. И я до сих пор с нежными чувствами вспоминаю старые добрые деньки, когда мы работали над лунной программой вместе с Вернером фон Брауном. Это был один из пиков моей карьеры. Некоторые решения, которые нам удалось найти, были столь просты и элегантны, что слезы на глазах наворачиваются от изумления, когда вспоминаешь, сколько всего было пережито ради этого. У нас все здорово получилось. Мысль о том, что человек может покинуть Землю и отправиться на Луну, была недостижимой мечтой человечества на протяжении тысячелетий. А теперь мы можем сказать, что побывали там.